что такое перезагрузка? Это была попытка нормализовать российско-американские отношения, которые, вы помните, 4 года назад, после известных событий в августе 2008 года, оказались на грани новой холодной войны. По существу нормальный диалог между Москвой и Вашингтоном был прерван. Ну и ситуация выглядела чрезвычайно тревожной. С тех пор, как вам известно, после прихода к власти администрации Обамы была предпринята попытка начать отношения, так сказать, с чистого листа. И эта попытка была успешной. Я хочу напомнить, что, несомненно, большим достижением стало подписание и ратификация и вступление в силу нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Это основание для предсказуемости в стратегической сфере на ближайшее десятилетие. Это перспектива поддержания стратегической стабильности в наших отношениях с Соединенными Штатами. Был подписан ряд других важных соглашений, в частности, о сотрудничестве в сфере мирного атома, так называемое соглашение 1, 2, 3. Было подписано и соглашение по плутонию. Ну и, как вам известно, наконец-то завершились продолжавшиеся бог знает сколько лет переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. И летом нынешнего года мы станем членом Всемирной торговой организации. Это очень важный этап нашей интеграции в глобальный рынок. Конечно, это связано и с определенными проблемами для нашей экономики, но тем не менее, если мы живем в глобальном мире, то надо, хотим мы этого или не хотим, играть по правилам этого глобального мира. А в качестве членов ВТО мы сможем и влиять на выработку этих правил. Ну и российско-американская торговля, хотя она невелика, тем не менее почти вернулась на докризисный уровень, то есть тот уровень, который был до экономического кризиса 2008-2009 года. Так что я считаю, что перезагрузка была успешной, и она завершила себя, исчерпала. Встал вопрос о том, какова дальнейшая повестка дня в российско-американских отношениях. Самое главное, что вот эта атмосфера предвыборной борьбы делает крайне сложным достижение каких-то компромиссных решений, когда в условиях избирательной кампании никто не хочет демонстрировать свою мягкость и подставляться под обвинение, что пошел на уступки. Я хочу немножко сказать об американо-китайских отношениях. Как вы знаете, сейчас в Вашингтоне находится заместитель председателя Китайской Народной Республики. Честно говоря, я еще его имя не успел выучить, и думаю, у вас тоже есть проблемы. И это очень важное событие, потому что не российско-американские отношения, а американо-китайские отношения сегодня превращаются в главное звено системы международных отношений в целом. Но вообще-то Китай уже обогнал Соединенные Штаты благодаря колоссально высоким темпам экономического развития и по промышленному производству, и по объему экспорта. Где-то в 2016-2018 году Китай догонит Соединенные Штаты по объему валового внутреннего продукта. Сначала по паритету покупательной способности, а потом и по обменному курсу. И в 2025 году, если опять же экстраполировать вот эту нынешнюю тенденцию, Китай догонит США по объему военных расходов. И вот какая ситуация. Соединенные Штаты сегодня пытаются приспособиться к возникновению полицентричного мира. Попытка консолидировать однополярный мир оказалась провальной. Мы являемся свидетелями перенапряжения сил Соединенных Штатов.
Американцы ушли из Ирака и собираются уходить из Афганистана. Естественно, никакой победы нет. И Америка сегодня сталкивается с колоссальным бюджетным дефицитом. И вот вчера Обама внес бюджетный запрос на 2013 финансовый год. И получается, из каждых 30 центов доллара, который расходует американский бюджет, вот 30% Америка должна брать в долг. И у кого в первую очередь? У Китая. И именно экономические вопросы, они сейчас на первом месте в американско-китайских переговорах. Но наращивание китайской военной мощи вызывает все большую настороженность в Вашингтоне. Китай сегодня обладает возможностью не только защитить свою территорию, но начал наращивать потенциал, то, что американцы называют power projection, то есть способность проецировать силу за пределы своей территории. Строит океанский флот. И речь идет о том, что Китай пытается создать периметр безопасности уже не по так называемой первой линии островов, это вот в китайской терминологии Япония, Тайвань, Филиппины, а дальше туда, в середину Тихого океана, остров Гуам. И месяц назад в Штатах был опубликован новый доктринальный документ Пентагона, который вносит очень важные изменения в американскую военную стратегию. Объявлено, что центр тяжести в американской военной политике переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть, по существу, Соединенные Штаты, ну, вы знаете, скажем, объявлено о том, что у американцев в Европе осталось всего 4 армейских бригады, вот 2 оттуда из Европы выводятся, а на Тихом океане группировка наращивается. И более того, у нас, вот, знаете, не обратили внимания на этот документ, который был опубликован месяц назад, а там впервые Китай назван потенциальным противником США. Причем в таком контексте, ну, я могу дословно процитировать, если хотите, но потенциальные противники США, такие как Иран и Китай, видите, как звучит, Иран и Китай, пытаются не помешать Соединенным Штатам проецировать свою силу, то есть создать зону, куда американский флот, американская военная мощь не может продвигаться. И, судя по всему, мы с вами находимся в начале вот такого китайско-американского военного соперничества. И вот это главная сейчас доминирующая тема в американской внешней военной политике. Именно Китай, а не мы. Я специально поднял эту тему, потому что российско-американские отношения надо понимать в контексте более серьезных вещей глобального масштаба, где вот мы видим, начинается американо-китайское соперничество, при том, что Штаты и Китай находятся в состоянии экономической взаимозависимости. С одной стороны, они сидят в одной лодке, а с другой стороны, соперничество достаточно серьезное. И в экономической сфере, конечно, хочется с Китаем дружить. Но это не означает, что наши интересы с Китаем идентичны. Скажем, они совпадают по таким вопросам, как одностороннее применение военной силы. Скажем, действительно, мы не хотим, чтобы Соединенные Штаты и их союзники в нарушении международного права могли применять военную силу, как это было, скажем, в Ираке или в Ливии. И мы будем здесь, видимо, действовать единым фронтом. Но не обязательно наши интересы совпадают.
Ну, вспомните, Китайская Народная Республика категорически отказалась признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Но учитывая тайваньскую проблему, а также тибетскую проблему и синьцзянскую проблему, ну, китайцев можно понять. В то же время, скажем, для Китая вопрос восстановления единства – это не только удержание нынешних территорий, но и все-таки воссоединение, как они говорят, с Тайванем. Для них это важнейший приоритет, для нас, я думаю, это не самая важная вещь. И вот в этом треугольнике, я думаю, наши интересы, наверное, заключаются в том, чтобы стараться поддерживать ровные отношения и с Пекином, и с Вашингтоном, не блокируясь с Америкой против Китая или с Китаем против Америки. Это нам невыгодно, тем более, что блокироваться мы можем, называя вещи своими именами, только в роли младшего брата. И далеко не ясно, что такой вот альянс, такая коалиция принесет нам выгоду, а не большому брату.